Всем привет, меня зовут Егор, зашел в избушку записать приветствие. Только приехал, начали одолевать меня пчелы, у меня уже есть подозрение, какой улей это делает. В прошлом году, кстати говоря, и этот же улей нам не давал спокойствия. Если так будет продолжаться, я его в следующий раз уберу вообще в другой конец. Невозможно так находиться, только выйдешь, тут пчелы нападают. Ну да ладно. Приехал я сюда, чтобы сегодня заниматься беседкой. Прежде чем начинать работать с беседкой, проведу небольшой субботник. Дело в том, что после зимы здесь нападало очень много сухих веток. Все это будет мешать в дальнейшем, чтобы косить траву. Сделаю небольшой субботничек, уберу листву перед входом в сени. Хочу рассыпать семя газона, потому что после дождей все это тащится в сени. В общем, думаю, если травка взойдет, то будет намного лучше. Все это тащиться в избу не будет. Ну а потом буду приступать уже к беседке. Друзья, рад вас приветствовать на канале. Всем приятного просмотра. Не забывайте подписываться в Telegram. Начинаем. Вроде бы более-менее крупные ветки убрал. Хочу сейчас достать лесенку, сползать вот на это дерево, подровнять ветки. Эти ветки очень сильно закрывают летом прожектор. Беру секатор и ползу наверх. Отчикивать буду аккумуляторным секатором. Все, пойду. Расчищаю территорию, которая находится сзади ульев. Здесь у меня будут новые улья. Расчищаю весь чепыш, убираю абсолютно весь, срезаю, потому что летом, осенью косить траву здесь неудобно, невыносимо. Диском вот эти чепыжины не обойти. Абсолютно все. Здесь будет тоже в дальнейшем коситься трава под новые улья. Так что абсолютно весь чепыш, который торчит, весь под секатор. Все, что мешалось на участке, я поотстригал. Кстати, не думал, что настолько удобным будет аккумуляторный секатор. Запоминайте фирму, запоминайте наименование. Идет он в таком кейсике. В комплекте есть масло для смазки, ключ, шестигранный ключ, зарядное устройство, есть точило, можно подправить в любое время. Мой секатор с одним аккумулятором, есть у них еще по 2 аккумулятора. В общем, очень понравился. Возьму его потом на заготовку веников березовых в баньку. В общем, вещь. До 30 миллиметров срезают, но срезал и больше за несколько подходов.
Семя газона я раскидал и зарасходовал на все это 900 грамм. Сделал жирным слоем именно у входа. Надеюсь, травка взойдет. Как думаете, напишите в комментариях. Сейчас я все это разграблю еще, чтобы максимально семя контактировало с почвой. Ну и думаю, все-таки трава взойдет. Прошлогодней стройки беседки осталось у меня большое бревно. Распилил вот это бревно, оставшееся вдоль. Остальная часть это пойдет на скамейки. Эту часть я сейчас буду строгать. Отмерил 2 метра. Должно получиться 4 ровных ножки. Они у меня как раз таки и пойдут на скамейку. Строгаю эту сторону, переворачиваю и строгаю вот эту сторону. Потом пилю на 4 ровных части и буду делать скамейки.
Все 4 ножки я покрасил, убрал их в беседку, мало ли дождик будет, чтобы не замочило. Таежный курьер принес мне посылку, буду сейчас ее открывать. Будем открывать вместе, будем смотреть вместе, что внутри. Опа-на, это что такое? Тяжелая. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, это ножи. Это еще один нож. Это метательные ножи. Еще метательные ножи. Еще нож. Так, это подставки для кухонных ножей. Так, это тяпка. Я, конечно, в шоке. Вот такой шикарнейший шашлычный набор. В комплекте 8 шампуров, 2 складных ножки, нож, фонарик, если вдруг кемпинг будет вечером, 6 рюмочек, фляжка для горячительных напитков, открывашка, тут же штопор, все в одном месте, тяпка, можно нарубить мясо, заготовить фарш для люля, карты, поиграть с друзьями в перерывах, вилка для снятия мяса с шампуров и зажигалка. И тут же открывашечка есть. Вот это вот надо научиться открывать и зажигать. Вот так вот. Также нож, еще один в коллекцию. Вот. С очень приятной, кстати, ручкой. Есть место для ремешка, можно сделать. Сделано в Кизляре, сталь Х12 МФ. Также кухонный набор ножей. Все начиная от маленького ножа и заканчивая большим мясным. Ну и набор метательных ножей. Буду учиться метать. Хочу вам порекомендовать канал этого замечательного человека, который все это прислал. Там вы можете приобрести все, начиная от складных ножей, рабочих ножей, кухонных наборов для ваших дам. Есть такие же шашлычные наборы и также подарочные изделия с позолотой. Ссылки на YouTube, на Дзен, на Telegram оставлю в описании, кому как удобно. Смотрите, переходите. Ну и также все это отправляют по всей России.
Надо учиться. Опа. Вот я с первой скамейкой закончил. Вот так немного торчат. Хотел спиливать под углом, чтобы вот этого выступа не было. Ну, смотрю, в принципе, тоже неплохо смотрится. Да и не мешает. То есть сидеть комфортно. Так что буду оставлять. Потом в конце, когда вторую сделаю, здесь покрашу. Все будет красиво. Вот и скамейки готовы. Сейчас буду приступать к столу. Буду этот я стол сносить, буду эти я столбы срезать и буду немного переделывать. То есть столешница останется эта же,
Просто у меня вот эти бревна, они спилятся, их здесь не будет. И переделаю ножки, чтобы стол не шатался. Пиши, ставь лайк, кто долго ждал, чтобы я этот стол переделал. Многим, кстати, не понравился, многим понравился, но лично мне как-то не очень. Все-таки, да, занимает очень много места вот эти столбы. Так что буду убирать. В любом случае нужно будет переделывать. Вот и дров еще немного прибыло. Надо топить будет срочно.
Стол это, наверное, самое тяжелое из всех работ, которые у меня уже прошли. Я думал, как это все реализовать, как сделать, потому что от этого стола, который у нас был в виде двух бревен, надо было уходить. И вроде как пришел к такому выводу, что буду спиливать все бревна и буду делать ножки. Ножки у меня вот такие. Я вот распилил пополам бревно, которое у меня было над столом. Вот это 1,30 м пополам разделил. И вот у меня будут теперь такие ножки. Сделал поперек, точнее вдоль стола, брус, чтобы стянуть ножки, чтобы стол тоже не шатался. Да и можно было бы поставить ноги на этот брус, когда будем сидеть за столом. Все это я прикрутил, стянул стяжкой, чтобы максимально все плотненько было. Закрутил на саморезы, на большие. На вот такие 300 миллиметров. Я ими прикручивал вот эти укосины на беседке. Ими же я прикрутил брус. На эти же саморезы я, скорее всего, буду прикручивать ножки. Ну и потом будут у меня нагиля. Посажу на нагиля. Нагиля это очень хорошая штука. Сидит все намертво, короче, с ними. Вот. Самая тяжелая работа. Заканчиваю со столом. Ну и, наверное, пожалуй, на этом все. Я так думаю. Я это сделал, можете меня поздравить. Получилось все даже лучше, чем я ожидал. Стол стоит мертво, не шатается. Немного стал стол чуть-чуть повыше. Все, последние штрихи. Беру кисточку и все начинаю красить. За эту серию я, конечно же, хотел сделать полностью беседку, но немного я не уложился, немного не рассчитал я время. И в следующий раз будет у меня освещение. Это будет конечная серия про беседку, про благоустройство. И беседка у нас будет на 100% готова. Сделал я скамеечки, а то у нас прошлый сезон были временные скамейки. Сейчас все под один дизайн. Стол, наконец-таки я сделал по многим, скорее всего, желаниям вот это вот убрать. Не думал, что так получится все хорошо. Думал, что немного будет стол шататься, но скажу, что все стоит уверенно, никакого шата нет. Эксклюзивно торчат такие небольшие пенечки. Это будут, скорее всего, подставка под чайник или под самовар, ну или под что-то другое.
Сделал подставку под ноги. Будет теперь удобненько сидеть. Можно будет протянуть ноги. Так что практически беседка завершена. В беседке у меня присутствуют два цвета. Это темный основной и более светлый. Это у нас столешница. Выполнен стол в этом цвете и выполнены наполовину скамейки. В общем, все в одном дизайне. В следующий раз буду делать освещение. Планирую сделать шикарнейшее освещение тоже в стиле беседки, в диком стиле. Ну и, друзья, всех благодарю за уделенное мне внимание. Увидимся с вами в следующем ролике. Не забывайте подписываться в телеграм-канал. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Увидимся в следующем ролике. Ах, беседка. В следующем ролике буду я здесь пить чай из самовара. Буду жарить мясо. В общем, балдеть одним словом в нашей беседочке. А прям представляю, освещение здесь будет. Такая атмосфера. Ух.